Февраль 2026 в Турдизе начинается не как очередной спокойный месяц с пары премьер, а как точка напряжения, в которой сходятся сразу несколько линий. Зритель вдруг замечает, сериалы перестали быть просто фоном для вечера. Они стали жестче, психологичнее и заметно честнее. В новых историях больше нет ощущения безопасности, даже там, где обещали мелодраму, чувствуется тревога. И это не случайность, а общий сдвиг внутри индустрии. Еще пару лет назад все было предсказуемо: понятные герои, знакомые конфликты, любовь как спасение от любых проблем. Сейчас этот язык перестал работать. Зритель изменился, и вместе с ним изменились сценарии. В феврале сразу несколько проектов выходят с ощущением вызова. Персонажи делают неудобные выборы, отношения не лечат, а ранят, а семья и профессия все чаще становятся источником давления, а не опоры. Каналы идут на риск осознанно. Премьеры ставят в конкурентные дни, актеров соединяют в неожиданные пары, а сюжеты строят так, будто заранее готовы к спорам и разделению аудитории. Это месяц, когда сериалы не пытаются понравиться всем, они ищут своего зрителя и готовы его потерять, если тот не готов к новой интонации. И именно в такой атмосфере в эфир выходит проект, который первым дает понять: назад дороги нет. История, с которой начался 2026 год, неожиданно становится не просто успешной премьерой, а ориентиром. После нее становится ясно, дальше Турдизи будет говорить иначе. И чтобы понять, почему весь февраль развивается именно так, нужно начать с сериала, который задал этот тон с первых серий. Сериал «Семья. Это испытание» появляется в эфире без долгой раскачки и почти сразу дает понять, что играть по старым правилам не собирается. Здесь нет плавного входа в историю, зрителя сразу ставят перед фактом: в этой семье каждый живет с внутренним напряжением, которое давно вышло за пределы личного. И чем дальше развивается сюжет «Семья. Это испытание», тем яснее становится: это не история про сохранение семьи, а про цену, которую приходится за нее платить. Центр внимания сразу смещается на героев, между которыми чувствуется не романтика, а столкновение миров. Появление Кинан и Мирзала Оглу задает жесткий, почти каменный ритм повествования. Его персонаж привык контролировать все: людей, решения, чувства. Рядом с ним героиня Афра Сарачоглу выглядит не слабым звеном, а точкой напряжения. Семья – это испытание, а она не украшение кадра, а человек, который постоянно ломает привычный порядок. Важно, что сериал сознательно отказывается от простых объяснений. Здесь никто не делится на правых и виноватых. Каждый поступок имеет последствия, и именно это вызывает столько обсуждений вокруг «Семья – это испытание». Зрители спорят не о том, кто с кем должен быть, а о том, кто имеет право требовать жертвы от другого. Это редкий случай, когда сериал становится темой разговоров не из-за интриг, а из-за моральных вопросов. По мере развития сюжета становится понятно: успех «Семья» — это испытание не в громких сценах, а в давлении, которое нарастает от серии к серии. Напряжение не сбрасывается, оно накапливается. И именно это ощущение тяжести задает новый стандарт. После такого начала зритель уже не готов вернуться к прежним форматам, и следующий проект, который выходит в эфир, только усиливает это чувство, уводя историю еще глубже, туда, где опасность перестает быть метафорой. После напряженной, почти удушающей атмосферы «Семья – это испытание», зритель уже подготовлен к более жесткому разговору, и именно в этот момент в эфир заходит «Под землей». Этот сериал не пытается смягчать интонацию, наоборот, он сразу уводит историю в пространство риска, где каждое решение может стать роковым. «Под землей» работает иначе. Здесь опасность не прячется за красивыми диалогами, она встроена в саму структуру сюжета. Главный герой в исполнении Денис Джан Акташ – человек с прошлым, которое невозможно оставить позади. Под землей его образ лишен героического блеска. Это не спаситель и не мститель, а персонаж, постоянно балансирующий между выживанием и разрушением. Он не ищет оправданий и не ждет понимания,
И именно эта честность делает его таким притягательным. Рядом с ним появляется героиня Деврим Аскан, и их взаимодействие сразу ломает привычную схему. Под землей женщина не становится якорем стабильности. Она – фактор неопределенности, человек, который может как усилить, так и уничтожить хрупкое равновесие. Их связь строится не на доверии, а на постоянной проверке границ. Сериал быстро дает понять, почему его сравнивают с предыдущими драматическими хитами, но при этом «Под землей» не копирует чужой успех. Здесь меньше романтизации и больше холодного расчета. Каждый шаг героев кажется продуманным, но при этом зритель чувствует, одного неверного движения достаточно, чтобы все рухнуло. Именно этот эффект делает «Под землей» важным элементом февраля. Он закрепляет новый тренд, интерес к персонажам, которые не стремятся быть правильными. И пока одни сериалы уже идут по этому пути, самый громкий разговор в индустрии разворачивается вокруг проекта, который еще не вышел в эфир, но уже вызывает напряжение одним только названием. Пока одни сериалы уже проверяют себя рейтингами, самое сильное напряжение февраля концентрируется вокруг проекта, который еще даже не начал полноценный показ. «С нами ничего не случится» существует в пространстве ожиданий, слухов и догадок, и именно это делает его таким притягательным. О нем говорят не потому, что видели серии, а потому что чувствуют, этот сериал может пойти дальше привычных рамок. Главная причина такого интереса – возвращение Мерт Рамазан Демир. После предыдущего громкого успеха зритель ждет от него не повторения знакомого образа, а шага в сторону. «И с нами ничего не случится» сразу дает понять, что легкой истории здесь не будет. Его герой – человек импульсивный, живущий на грани, не склонный объяснять свои поступки. Он не старается быть понятным, и в этом кроется главная опасность. Противоположностью ему становится героиня Мирай Даннер. «С нами ничего не случится» она не просто сильная и успешная женщина, а персонаж, привыкший все держать под контролем: чувства, карьеру, отношения. Их встреча выглядит не как начало романтической линии, а как столкновение двух разных способов выживания. Он действует, не думая о последствиях. Она просчитывает каждый шаг, боясь потерять устойчивость. Трейлеры «С нами ничего не случится» почти ничего не объясняют напрямую, и это осознанный ход. Вместо сюжета зрителю предлагают настроение, тревожные взгляды, резкие паузы, диалоги, в которых больше недосказанности, чем слов. Сериал словно заранее предупреждает, здесь не будет простых решений и утешительных ответов. Чем меньше информации, тем сильнее ожидание. Важно и то, как индустрия реагирует на «с нами ничего не случится». Фанаты уже разделились, одни ждут сильную историю любви, другие опасаются, что сценаристы намеренно приведут героев к разрушительным последствиям. И этот спор начинается еще до премьеры. Такое бывает редко и говорит о том, что сериал уже выполняет свою задачу, вовлекает. В контексте февраля «С нами ничего не случится» выглядит как потенциальная точка разлома. Если проект рискнет пойти до конца и не сгладит острые углы, он может стать одним из самых обсуждаемых сериалов года. Но именно на фоне этого ожидания в индустрии происходит другой, не менее громкий процесс, там, где сериал уже идет, но его будущее внезапно оказывается под вопросом из-за одного кадрового решения. На фоне ожиданий и предпремьерного напряжения особенно резко выделяется ситуация вокруг сериала «Клюквенный щербет». В отличие от других проектов февраля, здесь внимание зрителей приковано не к сюжету и не к развитию персонажей, а к событию, которое происходит уже по ходу показа и меняет саму конструкцию истории. «Клюквенный щербет» в начале года окончательно превращается в пример того, как внутренние решения производства могут повлиять на восприятие сериала сильнее любого сценарного поворота. Персонаж Фатиха долгое время был одной из ключевых фигур «Клюквенного щербета». Его линия вызывала споры, раздражение, симпатию, но главное, она была узнаваемой. И именно поэтому замена актера становится для зрителя не просто обновлением каста, а нарушением привычного ритма.
Когда в «Клюквенный щербет» приходит Эмре Диннер, сериал будто начинает говорить другим голосом, оставаясь при этом в той же сюжетной рамке. Новый Фатих в «Клюквенном щербете» воспринимается иначе. Там, где раньше чувствовалась резкость и вспышки эмоций, появляется сдержанность и холодная логика. Это не делает персонажа лучше или хуже, он становится другим. Но именно эта инаковость и вызывает внутренний конфликт у аудитории. Зритель вынужден заново знакомиться с героем, которого, как ему казалось, он уже хорошо знал. Интересно, что «Клюквенный щербет» при этом не пытается объяснить происходящее внутри сюжета слишком подробно. Сериал словно делает вид, что ничего не изменилось, и предлагает зрителю принять новую реальность без лишних комментариев. Для одних это выглядит как смелость, для других – как игнорирование эмоциональной связи, которая уже успела сформироваться. Социальные сети вокруг «Клюквенного щербета» в этот момент превращаются в отдельную площадку конфликта. Одни зрители настаивают на том, что сериал важнее одного персонажа и должен продолжать жить. Другие уверены, что именно такие решения разрушают доверие к проекту. И пока спор не утихает, сам «Клюквенный щербет» неожиданно оказывается в новой роли не просто семейной драмы, а живого примера того, как хрупок баланс между историей и ее исполнением. Этот случай становится знаковым для всего февраля. Он показывает, Турдизи больше не существует в вакууме. Любое изменение тут же становится частью общего разговора. И на фоне этой нестабильности особенно интересно наблюдать за новым сериалом, который только готовится выйти в эфир и сразу выбирает максимально рискованный момент для старта. В тот момент, когда вокруг одних проектов уже кипят споры, в эфир выходит сериал, который будто намеренно выбирает тишину в качестве своей стратегии. «Под одним дождем» стартует без громких заявлений, но сама дата выхода сразу привлекает внимание. Понедельник, плотная сетка, сильные конкуренты – это не комфортное окно, а сознательный риск. И именно этим, под одним дождем, сразу вписывается в общую логику февраля, где осторожность перестает быть приоритетом. С первых минут «Под одним дождем» дает понять, что не будет торопиться. История разворачивается медленно, словно позволяя зрителю самому почувствовать ритм происходящего. Здесь нет резких поворотов ради эффекта, но есть ощущение неизбежности, судьбы героев уже начали пересекаться, даже если они этого еще не осознали. Такой подход требует терпения, но именно он отличает «Под одним дождем» от более агрессивных премьер. Центральную линию ведут персонажи, которых играют Бурак Тоскапаран и Нильсу Берфин Акташ. Их героев «Под одним дождем» не стремятся к драме, но постоянно оказываются внутри нее. Он – человек, который привык молчать и наблюдать. Она – та, кто пытается удержать равновесие в мире, где все слишком быстро меняется. Их взаимодействие строится на паузах, взглядах, недосказанных фразах, и это создает особое напряжение. Отдельного внимания заслуживает актерский состав «Под одним дождем». Присутствие опытных имен рядом с молодыми актерами создает ощущение многослойности. История не замыкается на одной паре, она расширяется, показывая, как одни и те же события по-разному отражаются на людях разного возраста и опыта. Именно это может стать сильной стороной сериала в долгой перспективе. «Под одним дождем» словно не спорит с другими проектами февраля, а существует параллельно им. Он не кричит, не провоцирует, не старается понравиться мгновенно. И в этом есть риск, часть зрителей может не дождаться развития. Но есть и потенциал, если сериал удержит выбранный тон, он способен вырасти из тихой премьеры в историю, к которой возвращаются осознанно. И все же февраль приготовил еще одно возвращение, которое меняет расстановку сил. Проект, где имя главного актера само по себе становится событием, и где история строится вокруг профессии, от которой обычно ждут спасения, а не внутреннего кризиса. Февральская картина была бы неполной без проекта, который возвращает в эфир ощущение внутренней тяжести, но делает это совсем другим способом. «Доктор. Другая жизнь» появляется без шума,
Однако с первых же минут становится ясно, это не сериал, который смотрят фоном. Здесь слишком много пауз, слишком много взглядов и слишком мало готовых ответов. И во многом именно поэтому «Доктор. Другая жизнь» сразу выделяется среди остальных премьер. Возвращение Ибрагим Челикол на телевидении само по себе воспринимается как событие. Его персонаж в «Доктор. Другая жизнь» – врач, привыкший быть тем, кто помогает другим, но постепенно теряющий способность справляться с собственным внутренним состоянием. Это не история о профессии как подвиге. Это история о человеке, который устал быть сильным и больше не понимает, где заканчивается работа и начинается он сам. Важно, что «Доктор. Другая жизнь» не идет по пути классических медицинских драм. Здесь почти нет акцента на процедурах или сложных случаях. Все внимание сосредоточено на последствиях, на том, что остается с человеком, когда смена заканчивается, а напряжение никуда не уходит. Герой Ибрагима Челикола не ищет сочувствия и не проговаривает свои чувства вслух. Он замыкается, и именно эта тишина становится главным источником тревоги. Рядом с ним появляется героиня Сыла Тюркоглу, и их линия в «Доктор. Другая жизнь» развивается без привычной романтической прямоты. Это не история спасения через отношения. Это встреча двух людей, каждый из которых несет собственный груз. Взаимодействие строится осторожно, словно любое неверное слово может разрушить хрупкое равновесие. «Доктор. Другая жизнь» не обещает утешения, он предлагает честность. Именно этим сериал замыкает общий вектор февраля. Если «Семья» — это испытание, показал давление близких связей, под землей, опасность выбора, с нами ничего не случится, тревогу ожиданий, клюквенный щербет, уязвимость индустрии, а под одним дождем, силу тишины, то «Доктор. Другая жизнь» собирает все это в одном образе человека, который больше не справляется с ролью опоры. Февраль 2026 становится месяцем, где Турдизи окончательно отказывается от иллюзии легких решений. Эти сериалы не предлагают выхода, они предлагают разговор. И зритель, который остается до конца, понимает, индустрия больше не боится показывать слабость. Она делает ее центральной темой. Именно поэтому эти проекты обсуждают, спорят о них и возвращаются к ним снова. И именно поэтому февраль 2026 запомнится как момент, когда Турдизи начал говорить по-настоящему взрослым голосом. Когда все эти истории оказываются рядом, становится ясно, февраль 2026 не просто собрал несколько громких премьер, он выстроил единую линию напряжения. «Семья» — это испытание, больше не воспринимается как отдельный хит, а выглядит отправной точкой. После нее «Под землей» кажется логичным продолжением разговора, где риск уже не скрыт за семейными формулировками, а вынесен на поверхность. «С нами ничего не случится» еще до выхода вписывается в эту цепочку как обещание конфликта, который может оказаться самым болезненным. А «Клюквенный щербет», сам того не планируя, становится наглядным примером того, насколько хрупкой стала связь между сериалом и зрителем. На этом фоне «Под одним дождем» работает как пауза, но не как облегчение. Его тишина не успокаивает, а наоборот подчеркивает общее состояние неопределенности. И именно поэтому появление «Доктор. Другая жизнь» ощущается как логическое завершение этой волны. Врач, который больше не справляется, это собирательный образ всего, что происходит в Турдизи прямо сейчас. Если внимательно посмотреть на персонажей, становится заметно, что их объединяет. Герой Кинана Имирзала Оглов «Семья» — это испытание, теряет контроль. Персонаж Дениза Джана Акташа «Под землей» живет с последствиями прошлого. Герой Мирта Рамазана Демира «С нами ничего не случится» балансирует на грани импульса. Фатих в «Клюквенном щербете» меняется так, что зритель больше не уверен, кому верить. Герои «Под одним дождем» пытаются сохранить равновесие, когда оно уже трещит. А доктор Ибрагима Челиколов в «Доктор. Другая жизнь» — это человек, который слишком долго был опорой и впервые позволяет себе быть слабым.
Именно повторяемость этого состояния делает февраль цельным. Ни сюжет, ни жанр и даже не рейтинги связывают эти проекты, а ощущение внутреннего излома. Турдизи больше не стремится утешать. Он задает вопросы и оставляет их без ответа. Он показывает, что близость может ранить, работа может опустошать, а любовь не всегда спасает. Зритель, который проходит этот путь до конца, начинает смотреть на новые сериалы иначе. Уже невозможно воспринимать «Семья» — это испытание, «Под землей» или «Доктор. Другая жизнь» как отдельные истории. Они складываются в портрет времени, тревожного, взрослого и честного. И именно поэтому февраль 2026 не растворяется среди других месяцев. Он остается точкой, к которой будут возвращаться, сравнивать и говорить: вот здесь Турдизи действительно изменился. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам близка атмосфера Турдизи, если вы любите разбирать сериалы глубже, чем просто сюжет, значит, мы с вами на одной волне. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк этому видео и обязательно пишите в комментариях, какой сериал февраля зацепил вас сильнее всего и почему. Впереди еще больше историй, эмоций и разговоров о турецких сериалах. До скорой встречи на канале «Любовь и мечты».